Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такого красивого слоника. Это у меня первый мастер-класс на слоника. Я еще такие игрушки не вязала. Такой он маленький, красивый. Этот слоник без пришивных деталей. Мы вывязываем ушки и начинаем вязать снизу. Вывязываем лапки, хвостик, переходим на голову, вывязываем хобот, ввязываем ушки, и получается игрушка готова. Нужно только оформить немного мордашку, и все. Пряжи расход на нее небольшой, так как вы видите, что игрушка маленькая, она помещается в ладони. И по сантиметрам показываю: 8 сантиметров. Мы уже с вами вязали таких четвероногих малышей. Вот такого тигреночка. Посмотрите, какая милота. И сейчас покажу вот таких котят. Такой серенький, такой цветной. Ссылки на мастер-классы этих игрушек я оставлю под видео. Также вот показываю, что игрушки эти самостоятельно могут стоять. Вот. Также можно сделать брелочки. Если повесить карабин, то уже получится такой брелочек. Давайте вместе с вами свяжем вот такую милоту. Для слоника я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Свяжем ушки. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В первом ряду 9 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Одеваем маркер. Так, вяжем один и второй. Довязываем так до конца ряда. В конце второго ряда 18 столбиков. Переходим на третий ряд. 2 столбика, 1, 2, следующий прибавка. Так повторяем 6 раз. 1, 2 и прибавка. Довязываем до конца ряда. В конце третьего ряда 24 столбика. Довязали до конца ряда. Теперь делаем соединительную петлю, отрезаем ниточку, этот хвостик прячем, так как мы будем ввязывать эти ушки, и получается вот такое ушко. Будем складывать так пополам и ввязывать. Берем основной цвет, сделали кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Переходим на второй ряд. Здесь провязываем в каждый столбик по прибавке. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Во втором ряду 16 столбиков без накида. Вяжем третий ряд, провязываем 1 столбик без накида. Теперь вывязываем хвостик. 4 воздушные петли. В третью воздушную петлю от крючка провязываем 1 соединительная петля, 2 и 3. И соединительная петля в сам столбик, с которого все вывязали. Теперь 3 столбика по туловищу. 1, 2, 3 не до конца. Берем дополнительный цвет. И вывязываем ножку. 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Переходим на основной цвет. Теперь 2 столбика основным цветом, второй не до конца. Снова переходим на дополнительный цвет и вывязываем вторую ножку из 3 столбиков из накида и с одной общей вершиной. Переходим на основной цвет. 1 столбик по туловищу, не до конца. Снова переходим на дополнительный цвет. 3 ножка, 3 столбика с накидом с одной общей вершиной. Основной цвет. Теперь 2 столбика основным цветом без накида. Снова дополнительный цвет и 4 ножка. 3 столбика с накидом и 1 общая вершина. И довязываем до конца ряда 3 столбика без накида основным цветом. И вот что получается: хвостик и 4 лапки. Дополнительный цвет отрезаем. Эти 2 хвостика связываем на 2 узелка. Четвертый ряд вяжем 16 столбиков без накида. 1 столбик, хвостик опускаем, 2, 3, 4, в лапку 5, 6, 7, в лапку 8, 9, еще лапка 10, 11, 12, в лапку 13, 14, 15 и 16. И еще 2 ряда, 5 и 6 ряды вяжем по 16 столбиков без накида. И вот 5 и 6 ряды связали по 16 столбиков без накида. Также я немного наполнила наполнителем и переходим на 7 ряд. Здесь вяжем убавка,
и 2 столбика. 1, 2. Так повторяем 4 раза. Убавка, 2 столбика. 1, 2. Убавка, 2 столбика. 1, 2. Убавка и 2 столбика. Получилось 12 столбиков в ряду. 8 ряд. Это уже вывязываем голову и вяжем 12 прибавок. Так, довязываем до конца ряда, и в конце 8 ряда получится 24 столбика. 9 ряд. Вяжем 24 столбика без накида. Довязываем их самостоятельно. 10 ряд. Вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот довязали 12 столбиков. Может быть их больше или меньше, в зависимости от вашей плотности вязания. И здесь, чтобы по центру получился хобот, будем вывязывать носик. Для этого набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь сделаем соединительную петлю в этот столбик, что вывязали, и довязываем до конца ряда столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот так выглядит хобот, носик у слоника. 11 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2. Убавка. Повторяем так 6 раз. В конце 11 ряда будет 18 столбиков. 12 ряд. В этом ряду будем вязывать ушки. Вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так, я провязала 5 столбиков. Там, где шестой, буду ввязывать ушко. Вы смотрите по своей плотности вязания, чтобы вязать ушко в том месте, где оно должно быть, чтобы не было смещения. Берем ушко, складываем пополам. Так, берем за 2 половинки ушка и провязываем шестой столбик вместе с ушком. Вот как получается. Далее вяжем по голове. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. И там, где 8 столбик, берем второе ушко, складываем его пополам. Так, берем за 2 половинки и провязываем вместе с ушком. И довязываем до конца ряда 2, 3, 4. У меня получилось 4 столбика. Вот, посмотрите, как получилось. Я вставила глазки на безопасном креплении. Они 10 миллиметров. Вот они располагаются так над хоботом. И теперь вяжем 13 ряд. Здесь провязываем 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 13 ряда 12 столбиков. И берем наполнитель, наполняем игрушку наполнителем. Вот так выглядит игрушка после наполнения. И последний 14 ряд 6 убавлений. Довязываем их до конца ряда. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали. И теперь затягиваем ниточку. Вот затянули, дырочку спрятали. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Вот получился такой слоник. Сейчас сделаем утяжку для глазиков. Берем полухлопковую пряжу, прокалываем внизу головы, выводим в уголочке глазика. Оставили хвостик внизу, перешли на второй уголочек этого глазика и выводим через один столбик от той нитки, которую оставили. Также делаем со вторым глазом. Берем теперь ниточки, подтягиваем, завязываем на один узелок, переходим на второй глаз, тоже завязываем на один узелок и подтягиваем. Смотрим, чтобы была одинаковая утяжка на обоих глазиках. Вот. И теперь завязываем по второму узелку и прячем эти ниточки вовнутрь изделия. И вот я у слоненка еще вышила реснички и такие бровки. И получилась такая красивая игрушка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!